Да, помойся. Здорово. Значит так, комдив место дислокации изменил. Вы, то есть мы, должны теперь прийти вот сюда. Товарищ майор, это же километров 30 отсюда. 40, если быть точнее. Давай, поднимай людей. Если вы спешите, сударь, произнес... Всем подняться, отряхнуться. Две шеренги, становись. Все, командуешь? Быстрее, быстрее! Вот тогда ты поднимай и неси, чтобы хоть похоронить по-человечески. Что? Что ты сказал? Товарищ лейтенант, боец, ополченец Николай Кирьянов скончался. Думаю, что подвело сердце. И что ты мне подсказываешь, что я в тылу гораздо полезнее буду, чем здесь? Как и ты, Раскин. Да, как и вы, Борис Карлович. Я сказал, строй! Строй, я сказал! Попить бы дали хотя бы дорогу. Стой, тормози машину! Воздух! Все из автобуса! Мои счастливые. Сань! Сань, тормози! Саня! Саня, стой!
Рота, стой! Привал! Здравия желаю, старший лейтенант Рябошапка. Капитан Савицкий. По колонне был нанесен авиаудар. Много погибших, раненых. После построения обсудим. Есть. Глядите, товарищи, прибыла рабочая косточка на машинах. А что, так можно было? Им руки, ноги надо беречь. А у нас что? Голова главное. Эдик, ты можешь хотя бы сейчас немного помолчать? Игорь. У тебя всегда на все есть свое мнение. Все. Знаешь, что у тебя болезнь? Я самый умный. И ответьте прямо сейчас. Я отстраняю вас от командования. Садитесь в машину, поезжайте в штаб армии. Там с вами разберутся. Ну, товарищ полковник. Разговоры. Есть. Плотники есть? Плотники нужны. И столяра. Тут по большей части и машинисты, товарищ старший лейтенант. Машинисты сейчас не нужны. На стол ставьте. Ух ты, смотрите, товарищ комбриг. У нас среди ополченцев комбриг Белов, отставной. Легендарный человек. Может, мы его к нам в штаб? Кого? Белова? Того самого. Да он еще в гражданскую саблей махал. Что сомневаюсь, что он при штабе сидит. Я думаю, не для этого он в ополчение пошел. Ему бы под начало взвод разведки дать.
военный. Сейчас будем проходить огневую подготовку. Товарищ военный, как вам фриц? По-моему, выразительно, хотя я сделал бы пару мазков. Как вы находите? Сами нарисовали. Где учились? В Хутемас. В Хуты что? В Хутемас. Стрелять умеете? Не доводилось, но товарищи говорят, то, что у меня есть способности в отношении бросания гранаты. Значит так, Хутемас. Идите, установите мишень. Может быть, и 2-3 мазка я бы... Шире шаг! Первая шеренга! Готовься! При! В мишень хотя бы попали. При! Ну-ну. Оружие к ноге. Оружие положить. Кругом. Строй шагом марш. Вторая шеренга. На рубеж открытия огня. Шагом марш. Оружие к ноге. Что, моя очередь? Товарищ военный. Товарищ военный, я хотел спросить. Куда вы оружие направляете, мать вашу? Идите, рисуйте что-нибудь уже. Так а что рисовать? Что-нибудь уже рисуйте, только не сюда. Чье оружие? Я сказал, чье оружие? Заряжай. С двух сторон плащ-палатку мы завязываем кульком в 2 узла. Делать это необходимо, чтобы мы не потеряли нашего товарища при транспортировке. Вставайте. После этого вам необходимо перенести товарища в безопасное место. Поднимайте ногу, выходить не может. Извините, боец, если помяло вас немного. Вставайте. Занятие окончено. Отдохни, конь. Подъем! В лесу немецкий десант! В ружье за мной! Бегом! В ружье! Взять немца! Быстрее! Взять немца! Быстрее! Быстрее! Быстрее взять немца! Привет, братья и сестры! Вы смотрите новый военный документальный фильм 1941 «Беларусь». Здесь узнаете, что вы смотрите, узнаете. Смотрите новый военный документальный фильм 1941 «Беларусь». Здесь узнаете, почему все скрывают план Сталина, почему немцы так быстро взяли Вильнюс, почему немцы так быстро взяли Минск, почему немцы так быстро взяли Каунас, почему немцы так сражались за Брест, почему немцы проиграли мировую войну. Кто я такой? Я 0 окончен 1 класс. Когда выпущен этот документальный фильм? В 2026 году, что не знаете, сегодня уже 15-го, да? Ясненько. Меня зовут Тадас, я родился в Литве, в городе Каунас, служил в литовской армии, получил звание сержанта. Я читал много книг про Вторую мировую войну, смотрел много документальных фильмов про Вторую мировую войну. Поэтому я создал этот документальный фильм. Я хочу сказать свое мнение про Вторую мировую войну. Сталин всех грабил, народ жил в нищете. Ну и все. Выпущена Литва, как всегда, жанр военно-документальный.
такие вопросики знаю, которые теперь в документальном фильме 1941 год Беларусь используют фрагменты фильма «По зову сердца». Это фрагменты фильма «По зову сердца». Это русский пропагандистский фильм. Там слушать, что они там болтают, неинтересно. Вот посмотреть кадры, вот поставили они хорошие кадры, вот так. И что, документальный кадр, и все, и хороший 41 год Беларусь. Ну, про «Зову сердца» вы знаете, что там про Москву, но здесь я делал Беларусь, потому что это только кадры с фильмов, документальные кадры, как белорусы заходили, немцы, потом еще, и все так нормально. И теперь еще расскажу про Беларусь. Почему все скрывают план Сталина? Все знают, что план Сталина был один. Взять весь мир. Посмотрите герб, посмотрите, что Сталин говорит. После 2-3 войны я не знаю, которая будет последняя республика, которая присоединится к Советскому Союзу. Посмотрите, что до Второй мировой войны, что было. А еще секретные документы. Посмотрите, Риббентроп-Молотов пакт поделили. Это наше, это ваше. Так, все ясненько. А потом в 1941 году Сталин был план взять Варшаву, Берлин, Париж, Мадрид и вся Европа Сталин, потому что в России был один хозяин Сталин, и для лохов всех, знаете, ну, есть пацан, есть лох, для лохов создал Сталин, потому что Сталин Коба, он самый лучший мошенник в мире. И придумал, есть пацан, есть лох, ну для лохов придумал Советский Союз, потому что они ничего не решают, люди ничего не решают, они 0, окончен 1 класс, и для них вот это 0, что не называть 0 и окончен 1 класс, вот это советские люди, вот советские люди придумал такое слово, и все, слушай, ну хозяин, русский, царь, Сталин, все советские люди, ну и потом слово придумал Советский Союз, ну для лохов, советские люди, и кто скажет советские люди, и жили в Советском Союзе, это значит лохи. Для лохов, лохи, все. Они никогда не проснутся, никогда не станут богатыми, как Владимир. Потому что они, пацаны, всегда богатые, а это бедные всегда бедные. Все это ничего не скрывает. Так, все ясно. И никогда бедным не нужно. Ну, вот это, который скажет, я ожился. Ну, нет никакого Советского Союза. Поймите, нет никакого Советского Союза. Сейчас свободная Литва, свободная Латвия, свободная Эстония, свободная Европа, все Европейские Союзы. Что там было, так ты что, вспомните римские времена при рабство? Так вот, все, уже нет никакого Советского Союза. И никогда не будет, потому что Советский Союз это коммунизм. А сейчас Россия это феодализм. Вы отличаете коммунизм от феодализма. Капиталистический социализм это Европа, а феодализм это Россия. Чем пахнет? Феодализмом. И там есть такой император Владимир, и все макароны научат, потому все советские люди, вы все советские. Каких советских людей? Нет таких советских людей, нет Советского Союза, нет советских людей, нет Советского Союза, нет, все, нет, проснитесь, пока не поздно. Да, потом проснитесь, ох, почему я лежу в яме? Не знаю, потому что ты спал. Сам Лайковский. Все ясненько. Про Сталина планы все знаю, все рассказы. Я вам расскажу, надо знать. Все ясненько. Так, почему немцы так быстро взяли Вильнюс? Ну почему немцы так быстро взяли Вильнюс, а почему так долго сражались за Брест? Почему все поставляют фильм про Брест, а никто не рассказывает про Вильнюс? Так немцы знают, все знают, вот были немцы, вот был в Париже немецкий парашют. Пух-пух-пух. А что, в Вильнюсе немцы прошли, как на парижском параде? Никто не сказал. Нет. А почему не так прошли? Потому что было литовское... Ой, литовское восстание, это запретное слово. Кто вам скажет за литовское восстание? Вы слышали литовское восстание? Вы знаете, почему восстали? Потому что есть русский оккупант. Русского оккупанта погнали домой в Москву. Ну и он пошел домой. Все ясненько. И поэтому взяли Минск. Так вы не знаете слово литовское восстание.
Сколько было? Ну, не будем говорить про нет ни с какого советского. Есть пацаны и лохи. Тут что было? Был Русская коммунистическая империя. Все, говорим по-пацански. Русская коммунистическая империя. Был хозяин Сталин. Слушаю спину. И все люди знали, надо прожить Сталин, чтобы все было хорошо. Все ясно. Да, погнали. Да, все ясно. Дальше. Почему так быстро взяли? Ну почему так быстро взяли Минск? Опять немцы там окружили, Минск горел, драпанули, опять драпанули. Почему никто не сказывает, что коммунисты как драпанули, не зная, где остановиться. Так была паника, все нормально было. И немцы пошли на Смоленск. Ну все, а Смоленск это уже Россия, не Беларусь. Так вот. Почему немцы так сражались за Брест? Чё там, почему так много фильмов про Брестскую крепость, про Брест, там музей, все. Почему немцы так быстро сражались? Потому что окружили Брест, а в Бресте были самые крутые пацаны. Это летехи, которые не хотели сдаваться. Но если летеха, капитан, майор и дальше не сдается, так как рядовые могут сдаться? Сказали, братан, берись оружие и все, слушай спину. Потому что ты не можешь сдаться, ты пойдешь в руки поднимешь, тебя летеха расстреляет, ясненько. Потому что обкружили, были самые крутые пацаны в мире. Это летехи, капитаны, полковники. И там никто не сдавался, потому что приказа сдаваться не было. И там сражались, но они не могли пройти. Ну и поэтому ставят фильм, потому что там самые крутые пацаны. Летехи, капитаны и все. А что, больше крутых пацанов не было? Ну, знаете, были там крутые пацаны, но они так не сражались, потому что были леса. В 1941 году Красная Армия не сражалась, рассыпалась, разбежала по шагам. Все есть. Объяснили, дальше идем. Почему немцы проиграли мировую войну? Ну так все, в 1941 году шло хорошо. Ой, братья и сестры, так в 1941 году шлеп по Маше. Ну где ты раньше был, братан? Почему так поздно летом ты пришел в эту... А что ты дал немецкий император? Оккупацию. Я опять тупорила. Почему ты не сказал, братья и сестры, я вам даю свободу? Почему ты не поставил в Литву литовского президента Сметона? Почему не поставил в Латвию, Эстонию, других? Почему не дал оружие, чтобы защищали свою родину? Почему не давал другим оружие, чтобы... так если он дал оружие, они пошли, освободили Россию от русского оккупанта Сталина, так они пошли назад и освободили тогда немцев, потом оккупанта немецкого. Вот почему не давали оружие. Так вот, ясно, тиран никогда не может завоевать весь мир, потому что свобода, демократия всегда побеждает, потому что... Подожди. Так это уже философия, есть Бог Юдляв, и есть Бог и Люцифер. И Люцифер никогда не может выиграть. Так тирания никогда не победит? Ясненько. Только теперь узнали. Черное всегда черное, белое всегда белое. Ну ты подожди, так был немецкий император и русский Сталин. Так Америка была, Америка так святая страна, о чем не забыла. Вторую мировую войну победила Америка, американские союзники. Так вот в чем дело. Была самая великая держава Америка. И кто им стал союзником, тот и победит. Ну вот, тупорыло, немецкий император не знал, кому руку подать. Братан, руку дай, буду тебя союзником. Он пошел и топил американской рыбы. Ну такого дебила не видел. А что, Сталин топил американской? Нет, Сталин топил, я дружбан, тебя помогу. Что Сталин заплатил? Сказал Сталину, знаешь, Америка, у меня есть много бродяг. Пушечное мясо, Марси. У тебя есть оружие, у меня пушечное мясо. И мы победим. Ну и все, и поставили себе пушечное мясо на пулемет.
А Америка так могла воевать? Нет, ведь что, Америка не дебила, они уважают людей. А вот Сталин, хрен это люди пушатся. Так, подожди, а почему так люди Америки не пушечное мясо, а в России пушечное? Так ты что не знаешь, что Америка это свобода, демократия, там слово свобода, там все пацаны. А что Россия? Опять что забывай, в 17 году была революция, кто победил? Ленин, кто победил? Коммунисты, что сделали? Всех 33-34 украинский год, 36-37 репрессии, 38 поехали в Сибирь репрессии, ни одного не осталось лидера, который мог сказал, пошли освободим Россию от русского оккупанта Сталина. Нет такого. А что есть? Ну, как всегда, есть пушечное мясо, которое слушаюсь, повинуюсь, и ноги целует Сталину. Все. А что? Нет, ничего, никого. Потому что все. Это была гражданская война, и все знали, слушай, вот, тебя мобилизация, и пошел, взял винтовку и на пулемет. Не хочешь на пулемет, спи на пулемет. Так все, у тебя нет выбора. Так все ясненько, у тебя нет выбора. А что в 41 году Красная Армия был выбор, не было за спиной пулемета. Так не было пулемета? Нет, Красная Армия ходила, и Красная Армия не воевала. С Красной Армией рассыпалась по лесам, разбежалась, рассыпалась по лесам. Так вот, почему так быстро взяли Минск. Потому что Красная Армия не воевала. Подождите, так Жуков приехал такой... Ну, что один генерал может сделать, когда солдаты не воюют? Так значит, в 41 году русские солдаты не воюют. Какие русские? Нет никаких русских. Есть сталинские солдаты, потому что Сталин оккупировал народ и для лохов придумал слово Советский Союз. Там попало в сталинскую оккупацию много народов. И все знали, слушай, повинуюсь, хозяин Сталин. И всех их погнали туда. Нет никаких... В 41 году был. Хочешь умирать? Не хочу. Бежи в лес. И все побежали в лес. Почему тогда не скажут правду, что Красная Армия не воевала в 41? Ну как русские пропагандосы могут сказать правду? Почему? Так все узнают. Так можно и не воевать. Че мы тогда лохи пошли на эту и взяли что? Так вот. Тогда Владимир поехал в Владивосток. Да! Вот правильно, тогда Владимир поехал в Владивосток, потому что русские братья освободили Москву от оккупанта Владимира. Так все понятно. Вот почему русские пропагандосы так много на уши вешают. Вот почему люди не слышат, потому что и ухо застряли, да, и не слышат правды. И людям не нужно, вот люди понюхают, вкусно. Водка. Вот хорошо. И все. Телевизор. Это по-нашему. Мы хозяине мира. Вот все ясно. Вот ты хозяин мира. Вот бери, иди вот там и умирай. Так Россия не хозяин мира. Так и какая она Россия хозяин мира? Они только в России это действуют. Так кто победил Вторую мировую? Америка, американские союзники. Как Сталин стал американским союзником? Сталин очень просто стал американским союзником, потому что он не лох, у него дипломатия хорошая. Братан, я тебе помогу, потому что твои корабли топят немецкий оккупант. Так потому что немцы потопили там, каких жалких там они приплыли аэропорт и потопили нормальные американские корабли. Судов в Америку приплыли. 3 или 4 лодки начало топить Лос-Анджелес корабли. Ну какой тупорила мог так сделать? Так не знаю, это германский тупорила.
тупорила, который дал приказ, езжайте, мы будем хозяин всего мира. Немцы не могут быть хозяином всего мира. Немцы могут быть хозяином только в Европе. Чего они не понимают? И когда нажмут руки американскому президенту, здравствуй, братан, слушай войну с американским братан. Тогда все будет в порядке. Да, но он так не сделал, потому что он думал, я самый лучший. Не может один человек править всем. Так Америка не всеми правит. Америка всем дает свободу, демократию, слово. И доллар занимает первое место в мире. Ну и что биткоин занимает первое место в мире? Потому что Америка это дружба. Все ясненько, все объяснил, все понятно. Вторую мировую выиграла Америка, Американский Союз. Кто стал Американским Союзом, тот выиграл. Так Нет, Сталин проиграл, потому что Советского Союза нет. Англия тоже проиграла, потому что Английской империи нет. Где Канада? Канада вольная. Где Индия? Где другие страны? Вот такая была Английская империя. Что осталось? Только такая что-то крошечная. А еще Литва их обгонит. О, вот это здорово! Идея свободного присоединения к СССР Балтика – основная легенда о том, что Литва, Латвия и другие страны присоединились к СССР в 1939-1940 годах Эстонии, что присоединение было добровольным и не было связано с дополнительными секретными протоколами к пакту Молотова, Риббентропа и к Советско-германский договор о дружбе и границах от 28 сентября 1939 года, как утверждается, которым все прибалтийские страны были включены в сферу влияния СССР. На самом деле, именно выполняя секретные соглашения между СССР и Германией. Еще осенью 1939 года Советский Союз начал готовиться к аннексии Прибалтики странам. СССР стал после того, как Красная Армия захватила восточные воеводства Польши. Граница со всеми странами Прибалтики. Между Литвой, Латвией и Эстонией пришли советские солдаты. В конце сентября эти страны отправили ультиматум, предлагается заключить соглашение о дружбе и сотрудничестве с СССР. 24 сентября Молотов сказал Карлу Сельтеру, министру иностранных дел Эстонии, прибывшему в Москву: Советскому Союзу необходимо расширить систему безопасности, для чего ему требуется выход в Балтийское море. Не заставляйте Советский Союз использовать силу чтобы добиться своих целей. 25 сентября Сталин сообщил германскому послу графу Фридриху Вернеру фон дер 25 сентября Шелленбургу, что Советский Союз немедленно возьмется за решение проблемы. В соответствии с протоколом от 23 августа. Договоры о сотрудничестве с прибалтийскими странами находились под угрозой. 28 сентября Эстония заключили пакт о взаимопомощи. В 25 тысяч советских солдат были введены на территорию Эстонии. Станилин при отъезде из Москвы он сказал Сельтеру: «С вами могло бы получиться, как с Польшей». Польша была мощным государством. Где сейчас Польша? 5 октября был подписан пакт о сотрудничестве с Латвией. В страну вошло 25 тысяч человек. Советский солдатский состав. 10 октября также был подписан договор о передаче с Литвой. Литовская республика, город Вильна и Виленская область и сотрудничество между Советский Союз и Литва. Когда литовский министр иностранных дел Юозас Урбшис Сталин утверждал, что предлагаемые условия договора равны оккупации Литвы, заявила, что Советский Союз не намерен угрожать независимости Литвы. Точно так же, когда Литва увидит советские войска, это будет настоящая гарантия для нее, что Советский Союз защитит ее в случае нападения. Поэтому войска будут служить Литве. И с усмешкой добавил: наши гарнизоны помогут вам подавить коммунистическое восстание, если это случится в Литве. 20 тысяч красноармейцев также пришли в Литву. После того, как Германия быстро разгромила Францию в мае 1940 года, Сталин решил быстро аннексировать прибалтийские страны, и 4 июня в Бессарабии сильные группировки советских войск начали учения. Будет пересекать границы между Литвой, Латвией и Эстонией 14 июня, а 16 июня в Литве, Латвии и Эстонии. Эстонии были предъявлены ультиматумы, напоминающие добавить значительное количество советских солдат на свою территорию контингенты, состоящие из 9-12 дивизий в каждой стране и создавая новые просоветские правительства, в которых участвовали коммунисты. Хотя количество компартий в каждом из республик с населением 100-200 человек. Предлогом для ультиматумов послужили провокации, которые указывали на то, что осуществляемые против советских войск, дислоцированных в Прибалтике. Однако этот аргумент был покрыт белыми нитями.
Например, утверждалось, что литовская полиция похитила 2 СССР Шмавгонца и Носова. Однако они уже 27 мая вернулись в свою группу и заявили, что провели ночь в подвале, чтобы узнать о советской танковой группе. Носов внезапно превратился в Писарева. 15 июня советские войска вошли в Литву, а 17 июня в Латвию, Эстонию. Президент Литвы Антанас Сметана просил отвергнуть ультиматум и оказать вооруженное сопротивление, но не получить поддержки большинства кабинета, бегство в Германию. Реально противостоять советской агрессии армии прибалтийских государств ни осенью 1939 года, ни летом 1940 года не смогли. В 3 государствах существует вероятность мобилизации 360 тысяч человек. Тем не менее, в отличие от Финляндии, Прибалтика не имела военной промышленности. Не было даже достаточно оружия для вооружения такого количества людей. Если бы Финляндия также могла получить военную технику и вооружение, через Советский Союз заблокировал доступ к Прибалтике через Балтийское море, а также к Швеции и Норвегии. Флотом, а Германия отказала в помощи, поскольку она соблюдала пакт Молотова-Риббентропа. Прибалтийские страны. Кроме того, Литва, Латвия и Эстония не имели пограничные укрепления, и их земля стала более открытой для вторжения, чем территория Финляндии, покрытая лесами и болотами. Новый кабинет министров просоветских стран провел выборы в местные парламенты по принципу «один кандидат от нерушимого блока беспартийных». В частности, этот во всех 3 странах Прибалтики блок назывался «Союз трудового народа». А выборы прошли 14 июля. Присутствовавшие на мероприятиях местные жители отмечали тех, кто вычеркивал кандидатов или бросал их в урны. Бюллетени не заполненные. Польский писатель Чеслав Милош, получивший Нобелевскую премию в то время в Литве, вспоминал: «На выборах можно было голосовать за единственный официальный список трудового народа с программами, идентичными для всех 3 регионах. Каждый избиратель получал паспорт, поэтому голосование было обязательным. Печать. Отсутствие штампа указывало на то, что обладатель паспорта является врагом народа. Игнорировал выборы, раскрыв свою вражескую природу. Во всех 3 республиках коммунисты получили более 90% голосов. В Эстонии это 92,8%, в Латвии 97%, а в Литве даже 99%. Явка также была впечатляющей – 84%. 95% в Эстонии, 95% в Латвии и 95,5% в Литве. Неудивительно, что 3 парламента одобрили декларацию о вхождении 21-22 июля. Эстонии, когда она входила в СССР. Кроме того, Конституции Литвы, Латвии и Эстонии, где проблемы независимости и реформирования правительства единственный способ принять решение – провести всеобщий референдум. Однако в Москве все было быстро. Аннексировать Прибалтику и не обращали формального внимания. Верховный Совет страны СССР удовлетворил письменные запросы Литвы о вступлении в Союз. 3-6 августа 1940 года в Латвии и Эстонии. В первую очередь многие латыши, литовцы и эстонцы видели в Красной армии защиту от германского нападения. Рабочие были рады открытию неработающих предприятий из-за мировой войны и последующего кризиса. Тем не менее, вскоре, уже в ноябре 1940 года, количество людей Прибалтики были полностью разрушены. Впоследствии местные валюты были приравнены к рублю по резко заниженной программе. Кроме того, национализация экономики и торговли привела к инфляции и нехватке товаров. Перераспределение земли от богатых крестьян к бедным беднее. Репрессии против духовенства и принудительное переселение хуторян в деревни, и интеллигенция выступила вооруженным образом. Отряды лесных братьев появились. Названо в память о восстании 1905 года. И начались уже в августе 1940 года. Депортация евреев и других этнических меньшинств, а 14 июня 1941 года очередь дошла и до латышей, эстонцев и литовцев. В преддверии Великой Отечественной войны в Эстонии было 10 тысяч были депортированы, 17 тысяч из Литвы и 16 900 из Латвии. Людей. Захват Советским Союзом Прибалтики практически не отличался от присоединения Германии к Австрии в 1938 году, Чехословакии в 1939 году, Люксембургу и Дании в 1940 году, также достигнут мирным путем. Факт оккупации, в смысле захвата территории, противоречащие воле населения этих стран, что противоречило стандартам международное право и акт агрессии, был признан преступлением в Нюрнбергском процессе. Процессе и признан виновным наиболее известным нацистским военным преступником.
Как и в ситуации с Прибалтикой, ультиматум о создании в Вене предшествовал аншлюсу Австрии, прогерманское правительство, возглавляемое Зейсом, Инквартом, нацистом. Кроме того, уже пригласил германские войска в Австрию, которых раньше там не было, Австрия была аннексирована таким образом, что она была включена в составе Рейха и разделена на несколько областей, известных как Рейхсгау. Таким же образом Литва, после короткой оккупации Латвия и Эстония, вошли в СССР на права СССР. Чехия, Дания и Норвегия стали протекторатами, что не мешало и во время войны, а когда она закончилась. Говорить об этих странах как об оккупированных Германией, эта формулировка также была использована в приговоре Нюрнбергского суда над основными военными преступниками нацистов в 1946 году. Российское правительство не признало факт оккупации Советского Союза, государств Прибалтики и утверждает, что в июне 1940 года не было введено войск, непосредственно связан с аннексией государств Прибалтики впоследствии. В Латвии и Литве и Эстонии считают, что ввод советских войск и присоединение балтийских стран к СССР был одним из многих преступлений Сталина. Катынский миф – основная мифология, связанная с убийствами польских офицеров в Катыни и других местах, включает в себя утверждения, которые распространялись десятилетиями до конца 80-х. Годы 1900-х годов советской пропагандой и официальными лицами, которые считали, что поляки расстреляны осенью 1941 года немцами. Тем не менее, попытка приписать это преступление нацистам на Нюрнбергском процессе в 1946 годах над ведущими военными преступниками потерпела полный провал, поскольку защитникам подсудимых удалось доказать, что те исполнительные органы, которым советское обвинение приписывало это преступление, или не существовали вообще, или не могли этого сделать. В ходе оккупации Западной Украины и Западной Белоруссии советскими войсками около 4 миллионов польских солдат или 8500 человек были пленены Красной армией. Офицеров, а также 6500 полицейских и сотрудников юстиции. Большая часть рядового после того, как Красная армия оккупировала оккупированные районы, остатки расселились по домам. В 3 лагерях, в основном в Осташкове, 6500. Было сосредоточено много полиции и солдат. Полиции в Калининской области, Старобельск, примерно 4000, в Ворошиловоградской области и Козельск, 4,7 тысячи, в Смоленской области. 20 февраля 1940 года начальник Петр Карпович Сапруненко, представитель НКВД по делам о военнопленных, представил Берии предложение, по которому 400 граждан должны быть переданы региональным управлениям НКВД для рассмотрения их дел на особом совещании. 300 человек, страдающих от болезней, инвалидов и стариков, а также 400-500 офицеров, жителей регионы на западе Украины и Белоруссии, где не было компрометирующих материалов. В конце февраля оставшиеся в плену офицеры начали готовиться к процедуре на Камчатке с решениями особого совещания. От 3 до 8 лет в лагерях. Однако 5 марта 1940 года Политбюро, согласно предложению НКВД, которое было составлено ранее, принимать решение высшим партийным органам, решить дел о находящихся в 14 700 человек, включая бывших польских чиновников, офицеров, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников, польских крестьян, помещиков населения, переселившиеся на территории Украины и Белоруссии после 1920 года. БС, а также случаи взятых в плен и содержащихся в тюрьмах в западных областях Украины и Белоруссии в общей сложности 11 тысяч человек, которые являются членами различных шпионских и диверсионных организаций, бывшие помещики, фабриканты, польские чиновники, офицеры и перебежчики, рассматривать в особом порядке, применяя высшую меру наказания, расстрел. Рассмотрение дела проходит без вызова арестованных и без предъявления обвиняемых. Обвинение, постановление об окончании следствия и обвинительного заключения. Только на основе справок, составленных, почти 25 тысяч человек собирались расстрелять. НКВД. В апреле и первой половине мая 1940 года около менее. Казни произошли в Катынском лесу в апреле и первой половине мая 1940 года. В непосредственной близости от поселка Медное и в лесопарковой зоне Харькова. Смерть была связана с планом Сталина напасть на Гитлера летом 1940 года, а затем Польша союзником СССР. Популярный в российской прессе в последние годы миф, словно убийство в Катыни было местью за убийство 60 тысяч пленных в польских лагерях, не соответствует действительности красноармейцев в 1920 году. В СССР в ходе польской войны 1920 года около 18-20 тысяч советских пленных погибли, из 130 тысяч они были убиты, а также пострадали от голода и эпидемий. Никаких ссылок на мероприятия.
В документах Политбюро 1939-1940 годов нет 1920 года. Около 400 из 14 854 заключенных Осташкова, Старобельска и Козельска уцелели. 24 офицера немецкого происхождения были отправлены в Германию, а 19 офицеров литовского происхождения – Литва. 138 офицеров, работавших в качестве представителей оперативного интереса, еще 167 человек выжили из-за других причин. Среди них были осведомители НКВД – 40 человек. Врачей, а также группа офицеров под руководством полковника Зигмунда Берлинга, выразив готовность сотрудничать политически с СССР без согласия польского правительства в Лондоне из заключенных граждан Украины и Белоруссии было 7305 человек были убиты. Об этом сообщил тогдашний председатель КГБ Хрущеву. Включая офицеров из Осташкова, Старобельска и в Козельском районе было убито 21 857 человек. В настоящее время правительство Украины предоставило список убитых граждан на 3500 человек, находившихся в Украине в тюрьме. Такого списка польская сторона до сих пор не получила от властей Белоруссии. После того, как Гитлер напал на СССР, польское правительство в Лондоне неоднократно запрашивало Москву о состоянии пленных, с которыми они не имели связи весной 1940 года. Ответы были так туманны, что казалось, что офицеров отправили в Маньчжурию. В апреле 1943 года немцы обнаружили гробницы поляков из Катынского лесу близ Смоленска, Козельского лагеря и обвинили СССР в совершении этого преступления. Они заявили, что в Катыни погибло более 12 тысяч человек, почти все из которых были офицерами, попавшими в плен в СССР. В действительности было убито только около 4350 человек в Катыни. Комиссар Польского и Международного Красного Креста, связанный с подпольщиками с польским правительством в Лондоне, было установлено, что расстрел был совершен весной 1940 года. Года, когда СССР контролировал эту территорию. К аналогичному выводу пришла созданная Германией международная комиссия, состоящая из специалистов из стран, союзников Швейцария и Рейх. Чтобы сохранить союз с СССР, Англия и Соединенные Штаты поддержали советскую версию, будто казнь была совершена осенью 1941 года, уже после того, как немцы захватили Смоленск. Но еще в 1943 году чиновники британского МИДа заявляли в служебной переписке уверенность в том, что расстрел в Катыни был осуществлен Советским Союзом. Когда осенью 1943 года после освобождения Смоленской области немецкие войска похоронили, была направлена специальной комиссией по установлению и расследованию обстоятельств расстрела гитлеровскими оккупантами в Катынском лесу, возглавляемыми польскими офицерами, военнопленными с ученым Николаем Бурденко. Повторная эксгумация и в январе 1944 года опубликовала спецсообщение, в котором возложила ответственность на немцев. Время отстрела было установлено осенью 1941 года, в то время как в Катынском лесу уже были германская армия. Катынское дело было рассмотрено Конгрессом США в 1948 году. Польские офицеры, которые выжили из Козельского лагеря, вели списки с именами, в какой день он покинул лагерь. При сравнении этих списков с результатами исследования, в результате расследований в Катыни было обнаружено, что люди, покинувшие Козельский в тот же день, лагерь был обнаружен в той же Катынской могиле. Поскольку было полностью невероятно, чтобы поляки были убиты немцами теми же партиями, какими их выгнали из лагеря сотрудники НКВД, то сомнений в советской вине не осталось. С конца 40-х годов прошлого века, несмотря на то, что многие в западном мире сомневались в том, что НКВД было ответственным за Катынь, официальные лица Советскому Союзу не предъявляли обвинений. По просьбе коммунистических лидеров Польши, доживших до Политбюро ЦК КПСС, приказала прокуратуре и КГБ вернуться к исследованию обстоятельств дела Катыни. 22 января 1991 года Николай Турбин, генеральный прокурор СССР, сообщил о следующих фактах. Политбюро заявило, собранные материалы свидетельствуют о том, что военнопленные отправлены конвойные подразделения Главного конвойного управления НКВД СССР железнодорожным транспортом в количестве от 90 до 100 до 125 человек в количестве 2-3 вагонов с 3 вагонами от 4 апреля по 16 мая 1940 года. Только 17 мая 1991 года Турбин предпринял риск, написав письмо Горбачеву, делать предположение о том, что польские солдаты могли быть расстреляны в апреле на основании решения особого совещания при НКВД СССР в Унгвт, Смоленской, Харьковской и Калининской областей и похороненные в мае 1940 года в Катынском лесу под Смоленском.
в районе поселка Медное, в 32 километрах от города Смоленск, Твери, а также в 6-м квартале лесопарковой зоны города. Харьков и сообщил, что предоставил ранее одобрение польской прокуратурой совместной эксгумации в предполагаемые места захоронения в августе 1991 года. Эксгумация в лесном парке с 25 июля по 9 августа в Харькове, а с 15 по 31 августа в Медном. Августовского путча. В первый день путча 19 августа руководители местного КГБ пытались прекратить деятельность, но следственная группа, возглавляемая руководителем офицером АБ, полковник Третейский и помощник главного военного прокурора юстиции H.L. Анисимов довел дела до конца. В 1992 году документы из президентского архива России были опубликованы, свидетельствующие о том, что на заседании принято решение о расстреле польских офицеров 5 марта 1940 года. Политбюро все присутствовавшие на собрании проголосовали за. Состав Политбюро включал следующих членов: Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Анастас Хрущев. Микроян, несмотря на то, что Лазарь Каганович и Михаил Калинин не присутствовали на заседании, одобрили. Несмотря на то, что Советский Союз признал свою ответственность за преступления, совершенные в России, до сих пор не признала юридическую силу Катыни, Медной и Харькова, ответственность за то, что произошло в качестве правопреемников СССР, и не приняли решение о компенсации семьям поляков, погибших в войне. Идея о том, что Бессарабия и Молдавия должны были добровольно присоединиться к СССР, Северная Буковинская область — основной миф о добровольном вступлении в Советский Союз. Бессарабия и Северная Буковина, которые раньше принадлежали Румынии, предполагает, что это присоединение произошло по явно выраженной воле местное население и не имеет никакого отношения к закрытому протоколу к пакту. Стратегия Молотова-Риббентропа включала Бессарабия в состав СССР. Интерсов. В действительности эти области присоединены, что означает, что они под угрозой войны, а также желание местных жителей стать членами СССР никогда не было сформулировано. Согласно Бухарестскому договору 1918 года, Бессарабия была официально присоединена к Румынии. Год с Германией и ее партнерами, а также Сен-Жерменский договор 1919 года с Австрией. Да в 1918 году Бессарабия была частью как Российской империи, так и Российской республики. Провинция Буковина принадлежала Австрии. Присоединение Бессарабии к СССР не было признано. Несмотря на то, что неоднократно заявлял, что готов признать Бессарабию частью Румынии, если Румыния согласится отказаться от требования возвращения своего золотого запаса, который был передан на временное хранение в Россию после оккупации в 1916-1917 годах. Большую часть территории Румынии контролируют войска центральных держав. Уже в 1924 году левобережье Днестра, по которому проходила граница между СССР и Румынией, была создана Молдавская АССР, в которой проживали этнические молдаване, румыны, меньшинство, и считалось местом, где можно было вернуть Бессарабию и будущее образование Молдавской Советской Республики. Пакт был подписан Румынией в августе 1928 года. Бриана, Келога, в котором также участвовал СССР и предусматривал отказ от войны как метода внешней политики страны, согласно конфиденциальному СССР, получил Бессарабию в соответствии с дополнительным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, зону его влияния. Тем не менее, ни один секретный советский документ не упомянул Северную Буковину. Несмотря на то, что в германских протоколах речи не было, Гитлер после оккупации этой территории Красной, поскольку он еще не был готов к войне с Советским Союзом, он избегал громких заявлений о своей армии. 9 апреля НКИД заявил протест румынским властям по поводу якобы имевших место 15 событий, обстрелов советских пограничных постов с румынской территории и начала минирования Днепра. В мае началась частичная мобилизация румынских. 11 мая штаб Киевского военного округа отдал приказ о проведении мобилизации. Мобилизационные комплекты карт румынской пограничной зоны. 1 июня Германия предупредила Румынию о том, что она будет сохранять нейтралитет, если Советский Союз румынского вооруженного конфликта, несмотря на то, что продолжала поставлять Бухаресту в обмен на трофейное военное оружие Польши. В тот же день Румыния предложила СССР расширить свою границу товарооборота. Но 9 июня по приказу Министерства обороны для подготовки операции против Румынии была инициирована генералом СВ. На следующий день советские войска выдвинулись к границе. 23 июня Молотов сообщил Шуленбургу, послу Германии, о намерении СССР в ближайшем будущем включить Северную Буковину и Бессарабию. Обещал учитывать интересы Германии в Румынии.
Шуленбург сказал, что поскольку Буковина не была упомянута в секретном протоколе, Берлин должен дать ответ. 25 июня от имени Риббентропа в Москву поступил ответ. Неожиданно он заявил претензии к Буковине, просил учитывать интересы немцев, проживающих там и в Бессарабии, но гарантировал, что Германия будет придерживаться пакта о ненападении. Одновременно Риббентроп выразил готовность воздействовать на Румынию, чтобы она мирно отдала эти территории, чтобы Румыния не стала местом войны. Войска Южного фронта в тот же день в ходе войны с Румынией было дано указание о проведении политической работы. Советское правительство в ультимативной форме потребовало от 26 июня 1940 года передачи Румынии Бессарабии, которая в основном состоит из украинцев СССР Северную Буковину. 27 июня Румыния объявила мобилизацию, но Бухарест отказался в ночь на 28-й, ультиматум был принят Советом Берлина. Утром 28 июня Красноармейская армия не вступила в Бессарабию и Северную Буковину, встретив сопротивление, и 30 июня добралась до новой границы на реке Прут. Ввод войск длился 6 дней, и новая граница с 3 июля была снижена из-за частых поломок автомобилей и советских танков. Советская империя окончательно закрыла Румынию. Те солдаты Румынии, которые не смогли перейти через пруд и были пленены, не имея оружия, никакие местные органы власти не просили бы включить эти территории в Бессарабии и Северной Буковине СССР не создавал. Сразу же на них была широко распространена деятельность советских и партийных органов в Молдавии и Украине. Вторая Молдавская ССР была создана в августе 1940 года и состояла из 6 из 9 уездов Бессарабии и 6 из 14 районов Молдавской АССР. Остальные территории Бессарабии и Молдавской АССР и Северная Буковина. Вначале люди не проявляли ненависти к советским войскам. Однако насильственная коллективизация, закрытие церквей, дефицит товаров и репрессии против ситуации была изменена людьми высокого класса и интеллигенцией. Летом и весной 1941 года было депортировано около 30 тысяч человек из Бессарабии и Северной Буковины. Антисоветских элементов 1 апреля 1941 года первый секретарь Компартии Украины, часть крестьян ближайших 4 сел Глыбокского, сообщил Никита Хрущев Сталину. Района Черновицкой области в село Глыбокое, расположенное в центре района, требовать, чтобы они были отправлены в Румынию. Около 1000 человек составляли толпу. В основном мужчины. 1 апреля толпа вошла в село Глыбокое в середине дня. Несколько человек несли кресты к зданию райотдела НКВД, а одно белое знамя, которое, как известно, участники демонстрации заявили, что это должно было отражать мирные планы. Однажды на одном кресте была приклеена надпись, которая гласила: «Смотрите, братцы, это те кресты, которых ранили красноармейцы». Около 19 часов 1 апреля толпа из 500-600 человек в Глыбокский район пытался войти в Румынию. Пограничники начали тушить пожар. В результате было убито и ранено около 50 человек, остальные разбились. Никто из них не достиг успеха за границей. Сталин сказал Хрущеву: «Вообще из вашего сообщения видно, что работа у вас в приграничные районы находится в ужасном положении. Конечно, можно стрелять в людей, но наша работа не зависит от стрельбы». Большинство молдаван были мобилизованы с началом Великой Отечественной войны. Румынские люди добровольно сдались румынским войскам в Бессарабии и Северной Буковине. В этом месте румыны взяли более 80 тысяч пленных, которых тут же распустили по домам и частично распустили. Призван в армию. Кроме того, важно отметить, что во время Великой Отечественной войны из 2892 советских партизан в Молдавии было всего 7 молдаван. Коренное население Бессарабии явно принимало во внимание восстановление лона Румынии как преимущество по сравнению с советской оккупацией, предоставляя возможность для красноармейцев, присланных сюда и присоединившихся к партизанскому движению против немцев работникам Советского Союза и партии. Кроме того, известная песня про молдаванку, смуглянку, создание молдавского партизанского отряда, написанная в 1940 году как раз в связи с присоединением Бессарабии к СССР, это только поэтический образ, ничего общего не имеющий отношения к реальности. Мифотом утверждал, что Сталин боялся Гитлера. Это один из самых распространенных мифов как в СССР, так и в России, согласно международной историографии. Накануне Великой Отечественной войны Сталин опасался Гитлера и стремился предотвратить нападение Германии на СССР и таким образом до последнего момента не подготовил приграничные войска к боям областей. На самом деле причины неготовности противостоять вторжению Германии относились как к системным причинам слабой боеспособности и боеготовности Красной армии, которые были связаны как с советской тоталитарной системой,
так и с тем, что Сталин готовил ее для нападения на Германию, а не для защиты. Кроме того, 26 февраля 1940 года, когда Англия и Франция думали о том, чтобы вступить в советско-финскую войну на стороне Финляндии и готовились отправить экспедиционный корпус, чтобы помочь финнам, команде Балтийского флота приказали рассматривать потенциальных противников как коалицию вместо них, включая в себя Германию, Италию, Венгрию и Финляндию. После этого Сталин рассматривал возможность нападения на Германию. Начало планируемого весной 1940 года генерального наступления вермахта на Западе. Таким образом, он быстро закончил войну с Финляндией, не захватив ее. Свободные силы, включая всю авиацию, быстро перебрасывались к западной границе. Польские офицеры, плененные в Катыни, были казнены. Если начало войны с Германией заставило бы их освободить и передать польским эмигрантам, лондонскому правительству, союзнику Гитлера. Создать неподконтрольную Сталин не хотел, чтобы СССР присоединился к польской армии. Срок был продлен до начала июля 1940 года. Демобилизация, вызванная финской войной. К тому времени Сталин пришел к выводу, что в конечном итоге вермахт окажется на линии Мажино. В тот момент 97 советских кавалерийских и стрелковых, лишенные 12 ослабленных дивизий и 17 танковых бригад могли противостоять Гитлеру. Дивизии пехотинцев. Сталин присутствовал на дружеской вечеринке у Александра Игнаташвили, который является заместителем начальника своей охраны. «Жена Игнаташвили, которая неужели мы будем воевать с Америкой?» — спросила сестра, проживающая в США. Сталин дал свою реакцию: «Мы не будем воевать с Америкой», — объявил он торжественно, подняв бокал вина. «Ми будут нашими союзниками Англия и Америка, а мы будем воевать с Германией». Однако в течение 2 недель Франция рухнула, и это продолжалось до конца мая. Сталин отложил планы на поход на Запад. СССР вспоминал: «Во время капитуляции Франции я был у Сталина». Он громко выругался, потому что, говоря по-русски, он заявил: «Видите, Гитлер развязал себе руки на Западе. Теперь Красной армии было бы легче противостоять основным силам вермахта, а в результате успеха Сталин получил возможность оккупировать всю Западную Европу». Стал приводить в действие механизированные и воздушно-десантные корпуса. Однако одновременно он создал 29 механизированных структур, каждая из которых должна была более 1000 бронетранспортеров. Для такого количества корпусов не хватало ничего, не было опытных кадров, а также средств связи и тылового обеспечения. И мехкорпуса плохо управляемые и недостаточно устойчивые. С октября 1940 года предприняты усилия по формированию польской дивизии Красной армии из правильно политических мыслящих, военнопленных людей. Согласно заявлению маршала Жукова в начале 1941 года в ответ на мой доклад о том, что немцы усилили свою воздушную, агентурную и наземную разведку (БИ. По словам Сталина, они будут обижать нас. По секрету скажу вам, что наш посол провел глубокий разговор лично с Гитлером, и он тайно сообщил ему: «Когда вы узнаете о концентрации наших армий Польши? Для особо важных задач наши солдаты пройдут значительную переподготовку». Задач, поставленных на Западе. Сталин считал, что Гитлер сам боится советского нападения, поэтому он концентрировал войну по границе. Стратегия стратегического развертывания на Западе была подготовлена в марте 1941 года, предполагающий удар по Южной Польше. Он был первым. Генерал Николай Ватутин, заместитель начальника Генштаба, принял резолюцию, в которой говорится, что 12 июня 1941 года было запланировано начало наступления Юго-Западного фронта. Тем не менее, пропускная способность железных дорог Германии была в 2,5 раза выше, чем у Советского Союза, и не смогли сосредоточить войска к сроку. План был разработан в середине мая. Превентивный удар, основанный на идее, что Германия имеет возможность дать нам знать о запуске и быстро начать. Тем не менее, чтобы отразить такое слово, касающееся потенциальной агрессии Германии, не были подготовлены, что позволяет предположить, были просто риторикой для пропаганды. Подобно нападению на Финляндию в 1939 году готовился как контрудар, хотя о финском нападении на СССР мог думать только абсурдный. В майском плане действительным было только намерение упредить противника и атаковать германскую армию, когда она будет находиться в состоянии развертывания. И еще 152 советские войска не смогли наладить взаимодействие и фронт. На фронте Краков, Катовицы дивизии должны были разгромить 100 немецких дивизий. В действительности советским войскам противостояла бы всего 31 дивизия, тогда как когда наступают советские войска, самая мощная германская группа армий ударила бы их флангом. Центральное наступление было запланировано на июль 1941 года, учитывая, когда войско было готово.
4 июня Политбюро приняло решение создать польскую дивизию, которая должна была появиться 1 июля 1941 года из лиц, знающих польский язык в Красной армии. Точно так же финский начал формироваться за месяц до нападения на Финляндию. Корпус армии Красной армии. В то же время немцы начали создавать украинские батальоны «Нахтигаль» и «Роланд». К 1 июля все должны были выйти на границу. К 20 июля все советские самолеты должны были принадлежать дивизиям советских приграничных округов. 20 июня Главный военный совет утвердил использование летних маскировочных красок. Проект руководства по политработе в войсках, в котором подчеркивалось: каждый день и час мы должны быть готовы к возможному вторжению империалистов в Советский Союз, предотвратить свою агрессию. За 7 часов до этого немецкие солдаты возвращения в Россию, их командиры заявили: товарищи, 18 июля Советский Союз планирует нападение на нашу родину. Благодаря фюреру и его дальновидной политике мы не будем защищаться самостоятельно, ожидая нападения. На самом деле возраст 18 июля был сочинением пропагандистов Геббельса. О том, как Гитлер готовил советское вторжение, не имел представления о плане Барбаросса, как и Сталин. Всем известно, что Гитлер подписал приказ о реализации плана Барбаросса. Декабря 1940 года, вскоре после неудачного ноябрьского визита Молотова в Берн. Там ему предложили вступить в Тройственный пакт. Германии и Иран и Индию стали сферами влияния Италии, территории, лежащие к югу от грани СССР в направлении Индийского океана. Когда Молотов вернулся в германское посольство, передало ответ в Москву. Советский Союз установил условием присоединения к Тройственному пакту является признание за ним сферы влияния в Болгария, Румыния, Турция и Финляндия. Операция «Барбаросса» была ответным действием Гитлера. Неизвестно, было ли предложение Гитлера Сталину серьезным. Или это предложение было всего лишь акцией или присоединиться к Тройственному пакту защита. Если первое предположение было правильным, Гитлер мог бы избежать нападения. Если бы Сталин присоединился к Тройственному союзу на германских солдатах в 1941 году требованиях, если правда вторая версия, нападение на СССР в 1941 году произошло бы, независимо от того, на какие условия Сталин был бы согласен. Также невозможно точно определить, был ли Сталин действительно готов присоединиться к союзу Италии, Японии и Германии. Если бы Гитлер выполнил свои условия или согласился с ними присоединиться к Тройственному пакту в соответствии с определенными условиями. Или это была только акция прикрытия для советского нападения на Германию в 1941 году. Очевидные сроки начала наступления Красной армии не сохранились в документах. Армия. Здесь мы говорим о недействительном событии, тогда как нападение Германии – очевидный факт. Но даже в том случае, если бы Сталину удалось начать атаку, как и планировалось ранее, 12 июня, за 10 дней до германского нападения, это не изменило бы ничего ни результат конфликта с Гитлером. Значительно ниже уровень подготовки в любом случае, Красная армия погубит ее и быстро перенесет бои на территорию, входившую в состав СССР. Наша нация воспринимала бы войну как национальный Сталин. Хорошо знал, что Красная армия превосходит вермахт по количеству солдат. Становится очевидным, что у советских войск намного больше танков и самолетов, чем у противника, и они не хуже немецких. Кремлевский горец, который никогда не служил в армии, если не считать кратковременного пребывания в запасном полку до революции, считал, что по боевой выучке красноармейцы и их командиры не будут уступать германским солдатам и командирам. Именно это было роковым заблуждением. Адмиралс. Кузнецов рассказал в первое издание своих мемуаров накануне, вышедшее в 1966 году. И.Б. Путин представлял более высокий уровень боевой готовности наших вооруженных сил по сравнению с в первую очередь. Точно зная количество новейших самолетов, отправленных по его приказу на пограничных аэродромах, он считал, что в любое время по сигналу боевой тревоги они могут взлететь в небо и дать мощный отпор врагу. Он был просто ошеломлен известием о том, что наши самолеты погибли прямо на месте, потому что не смогли подняться в воздух аэродромов. Эти слова не были включены в последующие выпуски. Вполне возможно, что цензоры похвалили, что умные читатели могут прийти к нелепым выводам, раз Сталин преувеличивал боеготовность Красной армии и мог подумать о нападении во Францию мифотом, что в начале Великой Отечественной войны вермахт обладал численным преимуществом над Красной армией с момента начала Великой Отечественной войны. В истории СССР была распространена ложь о том, что победа Германии в 1941 году была результатом внезапности атаки и значительное численное превосходство.
которым обладал вермахт над Красной армией, особенно с точки зрения количества танков и самолетов. Кроме того, говорят, что вместе с союзниками германская армия вторжения насчитывала 5,5 миллионов человек, в то время как пограничники и части Красной армии противостояли им. Только 2,9 миллиона. Около 3,3 миллиона человек входили в германскую сухопутную армию, которая вторглась в СССР. Из них, которые непосредственно 22 июня пересекли границу в составе дивизий первого эшелона, было 2,5 миллиона их, поддерживали примерно 3680 танков и штурмовых орудий. 2000 боевых самолетов, если бы Красная армия начала нападение на Германию и добилась успеха, или если бы Красная армия, наоборот, отреагировала бы на германское вторжение в первые в настоящее время Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и другие страны, которые могут быть союзниками Германии, вряд ли Италия вступила бы в войну с СССР. 22 июня в страну вторглись 342 тысячи румынских солдат вместе с немцами. Люди. 25 июня в войну СССР участвовали 124 боевых самолета румынских ВВС, сообщила Финляндия. Это произошло после поражения 480 советских самолетов массовой бомбардировкой финских аэродромов, в том числе одного из них немецкие рейсы, а также Хельсинки и другие финские города. Авиация СССР потеряла 71 самолет, а один из них был поврежден. Тем не менее, бомбардировка была лишь предлогом, так как немецкие войска заняли территорию Финляндии, и как началась война 10 июля, финская армия, состоящая из около 220 тысяч человек после мобилизации, активно включился в бой. ВВС Финляндии состояла из 295 самолетов, из 213 из них участвовали в боях. В июле венгерские и на фронте между СССР и Германией итальянские корпуса, состоящие из 40 тысяч и 62 тысяч человек соответственно. Венский на советско-германском фронте летали 42 боевых самолета. Итальянские 83 боевых самолета оказали поддержку корпусу. Военные силы Румынии, Венгрии и Италии им принадлежало всего несколько десятков легких танков. Участвовала в наступлении Германии. Кроме того, одна словацкая бригада, состоящая из 5000 человек и 30 танков, а также 77 словацких боевых самолетов. Сопротивлялись им 4,1 миллиона солдат Красной армии. Это цифры, что привело к тому, что в апреле 1941 года было дополнительно войско призваны около 400 тысяч человек, которые ранее не были призваны, а в мае-июне еще 800 тысяч резервистов, призванных на учебные сборы, присоединились к этой группе. На самом деле, большинство из 800 тысяч запасных еще не успели прибыть в свои части и представляли собой силы, способные работать. 12,8 тысяч человек проживали в советских западных приграничных округах. Танков, в том числе 1475 новейших Т-34 и КВ, и 10 743 боевых самолетов, в том числе 1317 моделей новые самолеты МиГ-1. МиГ-3, Як-1, Лак-3П-2, Як-2, Як-4, Ил-2. Число советских и в сочетании с немецкими союзниками количество неприятельских войск было примерно равным. Согласно числу, также советская сторона превосходила по количеству и качеству самолетов и танков. Но немецкие войска владели инициативой и создали основы для основных ударов. Значительное преимущество как в людях, так и в артиллерии. В первый же день Люфтваффе завоевали превосходство в воздухе, что почти полностью устранило превосходство СССР в танке. Было также важно, что к февралю 1941 года все немецкие танки были и имеют либо радиоприемники, либо радиостанции. Так, в танковой роте ПЗ 2 и Пизи Ха имели радиостанции, а Пизи Аяй и Пизи Ха имели приемники. 12 Пизи Хай, 5 Пизи Айви и 3 Пизи Айджи имели приемопередатчики в роте средних танков. 2 Пизи 2 и 9 Пизи Айви приемники. К 22 июня в западных районах Красной армии числилось 1993 линейных Т-26, 1528 радийных Т-26 и 1499 однобашенных Т-26. Танков БТ-7 линейного типа, 1212 танков БТ-7 радиального типа. Линейные танки не имели радиостанций, ни приемников и должны были быть настроены на маневры командиров и сигналы, появляющиеся на флажках. На 1 июня Красная армия также располагала 671-м линейным танком Т-34 и 221 означает радио. В результате доля линейных танков в приграничных районах превышала 58%, что означало,
что советские танковые соединения были неэффективны. Немецкая группа армий Юг атаковала Киев, а группа армий Центр атаковала Москву. В Ленинград направлена группа армий Север, а в Мурманск направлена отдельная армия Норвегии. Гитлер рассчитывал сокрушить советскую оборону в течение 3-4 месяцев, то есть до наступления. Осенние распутицы во второй половине октября и зимние морозы, к которым вермахт не оказался готовым. В течение этого времени немецкие солдаты должны были выйти на линию Архангельск, Астрахань, где Люфтваффе должны были парализовать город с помощью постоянных бомбардировок бизнес на Урале. Как указано в директиве, должен был быть создан в том же месте. Гитлера – препятствие против азиатской России. Между тем, даже к концу декабря, если бы не Люфтваффе, немцы были бы еще очень далеко от линии А. Стратегических бомбардировщиков, уральские заводы и убедить Сталина воздержаться от борьбы. Красная армия оказалась в неловкой ситуации. Внезапность немецкой команды была достигнута благодаря широкомасштабной кампании распространения ложной информации, направленной на убедить Сталина, что вермахт планирует высадиться в Англии летом 1941 года. Передача войска на восток были направлены как меры защиты от потенциальной агрессии со стороны Красной армии или как ложь, чтобы успокоить англичан. Дополнительно почти все основные силы авиации, а также танковые и моторизованные дивизии были перемещены на восток в течение последних 10 дней до вторжения 13 июня. В официозе статья министра пропаганды нацистской партии Фелькиша Биобахтер была опубликована. Книга Джозефа Геббельса «Крит» как пример прямо намекала на то, что немцы должны были выйти в отставку в Британии. Номер был запрещен цензурой, но таким образом, что часть тиража успела получить доступ к посольствам других стран. Заявление ТАСС, в котором говорилось, что слухи о том, что Советский Союз может вступить в войну с Германией и что Германия, как и СССР, неукоснительно соблюдал соглашение о ненападении. Сталин предполагал, что Гитлер будет быстро заявлять, что Германия также соблюдает пакт о ненападении. Тем не менее, Гитлер предпочел вообще не отвечать на заявление ТАСС, чтобы не расслабить свои силы. Ему также было выгодно то, что срок нападения, первоначально намеченный на 15 мая из-за антигерманского переворота в Югославии и кампания вермахта на Балканах была перенесена на 22 июня. Таким образом, данные, предоставленные СССР 15 мая, Сталин считал, что германское нападение может произойти обманом. В первый день войны 1200 советских самолетов были уничтожены, а в первый месяц войны еще больше. Около 10 тысяч автомобилей. Вместо того, чтобы прикрываться арьергардами, быстро отвести основные силы на линии укреплений на старой границе в западных приграничных округах, по приказу Наркома обороны советские механизированные корпуса на второй день войны начальника генштаба генерала Георгия Жукова и маршала Семена Тимошенко назначили конкуренты. По плану Сталина, армия вторжения должна была быть разгромлена, а затем он должен был вторгнуться в Германию и Польшу. Первый удар, как и предполагаемый план, но не реализованный на Юго-Западный фронт и на Германию. Он имел в 5,5 раза больше танков, чем противника, и количество танков Т-34 ИК превысило количество всех немецких танков. Группы армий «Север». В районе Луцка произошло танковое сражение. Львов и Дубно. Слабая подготовка советских пилотов, а также господство Люфтваффе в воздухе и механизированные корпуса Юго-Западного фронта в результате атаки танков и танкистов были рассеяны и потеряли более половины бронетехники. Командир группы, командир корпуса генерал Дмитрий Рябышев вспоминал. Корпус, совершая тяжелые марши, которые были проведены, без соблюдения элементарных уставных правил для обслуживания и отдыха личного состава, а также для обслуживания материальной части, был подведен к полю боя, имея до 500 километров пробега. От 40 до 50% материальной части были оставлены на маршрутах. Дивизия материал, оставшийся после таких быстрых маршей, был предназначен для битвы. Не готово с технической точки зрения. Положение Красной армии в отношении этого в результате восстания жителей Львова ситуация усложнилась. Повстанцы вошли в бой с советскими тыловыми частями и освободили заключенных, которых НКВД должен был быть расстрелян во время бегства. Кроме того, активно борются с советскими солдатами. В Литве, Латвии и Эстонии действовали отряды лесных братьев. Советское командование ожидало, что основная группа немецких войск сосредоточена на юго-западном направлении, и именно в этом месте планируется нанести профилактический удар. На самом деле основная часть плана «Барбаросса» была реализована Западный фронт, оборонявшийся здесь группой армий «Центр» в Белоруссии. В первые дни войны положение было катастрофическим. Его основными преимуществами были Минск и Белосток окружают его. Более 300 тысяч красноармейцев попали в плен.
Путин, Тимошенко, Жуков и Лев Мехлис, начальник главпура, приняли решение свалить всю систему. Ответственность за катастрофу ложится на командование фронта. Начальника Западного фронта 22 июля Дмитрия Павлова и других сотрудников приговорили к расстрелу. Павлов заявил на суде: «Мы сидим на скамье подсудимых не потому, что совершили незаконные действия, совершенные во время войны, а также из-за неадекватной подготовки к мирному времени для этой войны». Он объяснил причины закрытия советской авиации в первый же день. Бомбы на аэродромах, допустил преступную ошибку, что авиацию разместили на аэродромах, предназначенных для занятий на поле. На аэродромах ближе к границе случая нашего нападения, но не защиты. Генри не уточнил, что не он, а Нарком обороны и Генштаб определили место дислокации самолетов. 3 июля 1941 года Сталин впервые с начала войны обратился к народу и заявил: «Целью этой войны общенациональная война против фашистских угнетателей является не только ликвидация угрозы, угрожающей не только нашей стране, но и всем гражданам Европы, стонут под игом германского фашизма», подчеркнул он и добавил: «Необходимо люди в Советском Союзе перестали полагаться на то, чтобы они сами мобилизовались и преобразовали всю свою деятельность в соответствии с новыми военными принципами. И враг не знает пощады. Твердый и непоколебимый. Он стремится занять территорию, которую мы очищаем, захват нашей нефти и хлеба, которые мы получили благодаря нашему труду. Он определяет свою цель – восстановление господства помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и государственности русских, украинцев, белорусов и литовцев, латвийцев, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных граждан Советского Союза, которые были убиты и превращены в рабов немецких баронов и князей. Таким образом, речь идет о жизни и смерти СССР, о жизни и смерти советских граждан. Вместо того, чтобы повторять свои предыдущие интернационалистские лозунги, Сталин перешел на русские национальные лозунги, были в первую очередь: «Вместо пролетарий всех стран, присоединяйтесь к нам». Появилась песня «За Родину». В поддержку Сталина были реанимированы героичными страницы русской истории, которые тепло вспоминают многих русских полководцев, включая в том числе царей и князей. «Господи, вступися за советы», — сказал поэт Николай Глазков. «Храни страну от высших рас, потому что Гитлер нарушает все твои заветы чаще, чем мы». Однако отставание продолжалось. К середине июля немцы захватили Западную Белоруссию, Украину, Литву и Латвию. Румыны вернули Бессарабию и вышли к Одессе, финны было распространено в Карелии. Не удалось сразу захватить Киев, завоевать Эстонию и прорваться к Санкт-Петербургу. В течение этого периода вермахт и его союзники заняли территорию, примерно равную по месту, которую они уже занимали во время боевых действий в Польше и Франции. За это время Красная Армия потеряла значительную часть своих солдат, раненых и пленных, больше военных, чем польская армия в месячной кампании вермахта в Польше. Тем не менее, ничего не указывало на то, что Красной Армии приближается капитуляция. Сказались огромные размеры советской территории, многочисленность населения и, несмотря на в конце концов, устойчивость тоталитарной системы, которая из-за отсутствия организованная внутренняя оппозиция не смогла уничтожить даже самые